по результатам ребят, еще раз повторю, и выносливость, и их восстановление, и также процесс регенерации мягких тканей, я более чем доволен. Ну, объективно, да, в отличие от всех остальных подготовок, мы добавили только синтезит, и результат был вот такой. Меня зовут Алексей Грицкой, являюсь старшим тренером школы единоборств «Шторм» Александра Шлеменко. Здесь сейчас мы находимся в городе Сочи на первенстве России среди юношей 16-17 лет. Привезли сюда 6 человек от нашей школы, двое из них заняли 3-е место. Хорошо, пожалуйста, расскажи, сколько твои ребята принимали синтезит, да, и какие вот ты видишь как тренер результаты ребят? Так, мы начали принимать, получается, в самом начале подготовки, за 4 недели до старта у этих юношей, и также за 4 недели до старта у старших юношей 18-20 лет. У них соревнования были неделю назад в Анапе. После первого первенства России в Анапе тоже не стал делать быстрых выводов. Подождал, посмотрел, как у нас выступят юноши 16-17 лет, и могу уже теперь проводить, такую аналогию, что синтезит работает, это абсолютно точно. Ребята из всех моих 12 человек, которые выступали, я не видел такой усталости, как видел раньше в ребятах. Вот это объективно. Да, не все, конечно, стали чемпионами, у нас серебро и бронза с этих двух первенств, но чем приятно был удивлен, да, это функциональным состоянием парней. То есть, препараты однозначно принимать дальше будем на подготовках. И также заметил еще, знаешь, такой момент, что соревновательные сетки в день ребята бьются где-то по 4, по 5 боев. И не знаю, с синтезитом это, конечно, связано или нет, но процесс восстановления и регенерации проходит довольно-таки быстрее. Потому что вот у меня, допустим, вчера 2 полуфиналиста прошли такую довольно тяжелую сетку и отправились домой спать с мелкими травмами. То есть там у кого-то ступня, у кого-то локоть был отбит на утро. Не то, что они чудным образом, знаешь, исцелились, но во всяком случае их травмы позволяли им сегодня работать на полную. Вот. Не знаю, еще раз повторю, с синтезитом это связано или нет, но восстанавливались они намного лучше. Отлично. То есть, насколько я понимаю, когда происходят вот такие чемпионаты, ребята за один день бьются несколько раз, и у них достаточно короткий период для того, чтобы они могли восстановиться. И ты, сравнивая с предыдущими своими опытом, да, то есть ты не первый год тренируешь и не первый год участвуешь в таких мероприятиях, ты можешь сказать, что у ребят есть реально больше возможностей для того, чтобы быстрее восстановиться, но как это просто заметно, потому что ребята не так устают. Да, у нас, получается, бывает по 4 поединка в день. И вот сравнивая весь мой прошлый опыт, скажу так, что вот именно эти 2 России, которые у нас проходили сейчас, я почему-то такой усталости не видел, хотя ребята работали полноценные поединки по 3 раунда, и их функциональным состоянием я более чем доволен. Отлично, отлично. А рабочая дозировка, ребят, как зависит от веса? Тяжеловес всегда, естественно, будет принимать большую дозу, чем легковес. Вот на 93 килограмма парень у меня принимал по 2 единицы в день и 1 единицу перед стартом. А что касается легкого веса, 1 единицу с утра на голодный желудок и 1 единицу перед стартами. Отлично. Еще по поводу регенерации вопрос. Предыдущие соревнования, которые вот буквально недавно проходили, один из твоих бойцов получил серьезную травму. И мы с тобой, когда разговаривали последний раз по телефону, ты сказал, что у него достаточно быстро сошли все синяки и так далее. Можно как-то поподробнее это раскрыть? Да, у парня, получается, также шла очень тяжелая сетка, у него было 4 поединка, 3 из них прошли полную дистанцию, все 3 раунда. Единственное, что первые 2 боя он в 3-м раунде там буквально за несколько секунд до конца поединков удосрочил. Все они были с ущербом, то есть в каждом бою наносился какой-то либо урон. И вот в финале у него был открытый перелом мизинца, то есть я зашел в октагон, увидел, прям кость торчит, такое неприятное было зрелище. Мы свозили его в больницу, ему там все назад вправили, зашили, наложили несколько швов, сейчас швы уже сняли. Но то, что я заметил, да, знаешь, очень частая картина у бойцов следующим образом выглядит. Когда проходят вот такие вот тяжелые сетки, то есть весь урон, он, как говорится, результат налицо.
И все вот эти синяки, отеки, гематомы и так далее, они, как правило, заживают довольно-таки долго, в течение недели. Но что касается Александра, получается, на следующий буквально день, когда уже нам нужно было улетать, я обратил внимание, что большинство его синяков и отеков спало. Ну, для меня это, честно, удивительно. То есть я, знаешь, вообще сам по себе человек, который ко всяким БАДам, препаратам очень скептически относится. Вот пока сам не приеду на производство, не посмотрю, не поверю и рекомендовать никому не буду. Вот, но здесь я говорю, я еще на производстве не был, но надеюсь, что удастся сегодня-завтра съездить к вам и посмотреть, как, из чего, что сделано, чтобы все было прозрачно. Для меня это очень важно. Но по результатам ребят, еще раз повторю, и выносливость, и их восстановление, и также процесс регенерации мягких тканей, я более чем доволен. Ну, объективно, да, в отличие от всех остальных подготовок, мы добавили только синтезит, и результат был вот такой. Отлично. Алексей, последний вопрос по поводу психологического состояния, да, по поводу психологической подготовки. Ребята, я понимаю, первый раз участвуют в таких первенствах России, да, и есть определенный тремор, то есть, и когда выходишь с противником, который может быть заведомо там сильнее тебя иногда, когда к финалу подходишь, есть определенное беспокойство, то есть в психологических моментах видела ли ты какую-то разницу вот с синтезитом и без синтезита, были ли какие-то такие вот моменты или нет? Знаешь, Саш, здесь очень тяжело провести аналогию. Объясню почему. Конечно, большинство из этих ребят были уже на первенствах России, но это 14-15 лет. Сейчас они стали старше, они первый раз приехали на 16-17, и многих из них по сетке ждали чемпионы этой возрастной группы, которые в прошлом году по 16-17 лет занимали призовые места. И я думаю, это, конечно же, имело место быть и оказывало психологическое влияние на наших бойцов. Но я признаюсь честно, мне сложно судить, был ли эффект именно в этом аспекте для наших ребят. Хорошо, а с точки зрения тренировочного процесса, то есть когда вы тренировались при подготовке к первенству, есть ли какие-то изменения вот, в плане мышления, да, скорости реакции, раскрытия фокуса внимания? Или такого не было замечено, или вы такую работу не вели? Ну, у легковесов я бы сказал, что да, это было более заметно. Все равно тяжеловесы, они как-то немножко помедленнее, потяжелее, у них это не так ярко прослеживается. А у легковесов, да, то есть вот у нас Суркан Эльдар, который сегодня занял 3-е место, то есть я более чем его выступлением доволен, да, попался в полуфинале на удушающий прием, хотя прошел тоже очень тяжелую сетку, и здесь на этом первенстве, как ты видишь, очень много ребят с базовым стилем ведения борьбы именно, то есть это борьба в стойке и борьба в партере. А Эльдар у нас больше любит работать в ударной манере, и ему, как, наверное, никому другому, была важна именно вот эта вот реакция, первое движение на проход в ноги. И я считаю, что он с этой задачей справлялся, за весь бой он не отдал ни одного тейкдауна. И поэтому, да, я думаю, что все-таки здесь этот момент прослеживается именно у бойцов легкого веса. Отлично, спасибо большое. Желаю вам и вашей команде новых побед. Вы делаете огромное доброе дело для всей страны, потому что помогаете ребятам развиваться, завоевывать призовые места, делать, в принципе, нашу страну лучше. Спасибо вам большое за ваш труд. Вам бы хотел тоже выразить огромную благодарность за то, что занимаетесь благим делом, что помогаете ребятам. Очень здорово, что такие препараты не попадают в список запрещенных. Это тоже очень-очень важно, я считаю. И также мне лично от себя приятно, что у нас в России, а не где-то не за рубежом, есть такой собственный продукт, который изготавливается здесь, в России, в Сочи. И мне это очень приятно. Поэтому мы будем и дальше с вами работать. Вам большое спасибо, развития, успехов и всего наилучшего. Спасибо.